Приветствую вас на канале Рукоделки-посиделки, и это вторая часть мастер-класса «Лошадка-гламурка Глори». Вот такую девочку мы с вами вяжем. Первая часть уже есть на канале, там мы связали с вами ножки, а сегодня мы будем вязать ручки и два ушка. Так что я приглашаю вас окунуться в мир творчества и создать вот такую прекрасную игрушку. Ну что, давайте начнем. И начнем мы с ручки. Делаем кольцо амигуруми и вяжем 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой столбик без накида в кольцо амигуруми. Колечко стягиваем плотненько, хорошо. И в первую петлю мы делаем соединительный столбик. Как всегда. Первый ряд у нас готов. Второй ряд мы вяжем, делаем 6 прибавок. То есть в каждую петлю по 2 столбика без накида. Первая прибавка. Дальше вяжем вторую, третью, четвертую, еще 2. Пятая прибавочка и шестая. Замечательно. Второй ряд мы с вами закончили. Маркер я использую хвостик, так будет удобнее. И третий ряд у нас будет такая схема. Столбик без накида, прибавка. Так повторим 6 раз. Столбик без накида. Следующая у нас идет с вами прибавка. Так, и снова столбик без накида. Прибавка. И так вяжем до конца ряда. В третьем ряду у нас с вами должно получиться 18 столбиков без накида. Такое у нас будет копытце на ручке, оно будет меньше, чем на ножке. Ну, это логично, правда? Так, заканчиваем третий ряд. Последний у нас с вами должна быть прибавка. Если у нас так получилось, значит нигде ничего не потеряли. Маркер мы с вами переносим. И начнем вязать четвертый ряд. Четвертый ряд, обратите внимание, мы вяжем не за 2 полупетли, а за заднюю стенку петли. И вот так провязываем 18 столбиков без накида за заднюю стенку петли. Вяжем так по кругу. Я немножко сделаю это на ускоренном режиме. Вот так. Легко и просто вяжется наша лошадка-гламурка Глори. И подошли к заключению четвертого ряда. Маркер я вот так положу, потому что дальше мы будем вязать подряд 2 ряда, но уже за 2 полупетли, то есть как обычно мы с вами вяжем за 2 стенки. И провязываем 5 и 6 ряд по 18 столбиков без накида. В каждую петлю по столбику без накида. Давайте я это сделаю за кадром. И мы с вами уже увидимся в 7 ряду. Ну вот, я провязала первый и второй ряд. И 7 ряд у нас будет с вами уже убавочный. Мы вяжем столбик без накида и убавка. И так повторим с вами 6 раз. Столбик без накида, убавка.
И смотрите, в 7 ряду у нас с вами должно получиться 12 столбиков без накида. Столбик без накида, убавка. Схема легкая и простая. Закончили, маркер переносим. Так, готово. И продолжим 8 ряд. У нас тоже с вами будет убавочный. Мы вяжем столбик без накида, убавка. И так повторим 4 раза. Столбик без накида, убавка. Возьмите вязание так, чтобы вам было удобно. Это уже будет последний ряд, который мы с вами будем вязать цветом копытца. В оригинале у меня золотистый, здесь коричневый. Не знаю, какой у вас будет. Интересно, расскажите в комментариях, какого цвета вы гламурку вяжете. Мне интересно. Итак, я повторю. 8 ряд мы вяжем столбик без накида, убавка. Так повторим 4 раза. И у нас с вами должно получиться 8 столбиков без накида в конце ряда. И последнюю, соответственно, убавку. Давайте мы не будем с вами заканчивать, потому что нам нужно будет поменять цвет. И для этого мы введем уже основной цвет нашей лошадки. Вот я захватываю последнюю убавку. И видите, я ее не провязываю, а как раз пойду возьму ниточку. У меня бежевый. И заканчиваю эту убавку уже бежевым цветом. Так, а вот эти лишние ниточки мы с вами сейчас все обрежем. Маркер я убираю, он не понадобится, можно вовнутрь его спрятать. И, кстати, можете набить тоже само копытце холофайбером, потому что дальше мы вверх с вами будем вязать основным цветом много-много рядов. Итак, вяжем с 9 по 16 по 8 столбиков без накида, 8 рядов подряд. Все вот эти ниточки я ввязываю, не буду делать никаких узелков, просто ввязываю. Ну и опять же, давайте я сделаю это за кадром, и мы с вами уже увидимся на 17 ряду. А так вяжем вверх 8 рядов. Ну вот, я связала, считаем 8. Замечательно. Все получилось. Беру контрастный маркер уже, ниточку, и отмечаю начало ряда. Итак, 17 ряд мы с вами вяжем. Тут давайте внимательно я буду проговаривать. Первая у нас идет убавка. Вяжем одну убавку. Дальше 2 столбика без накида. Первый столбик. И второй столбик. Затем у нас идут 2 прибавки подряд. Первая прибавка. И рядышком вторая прибавка. И до конца ряда у нас остается с вами 2 столбика без накида. Их и провяжем. Первый столбик и второй. Замечательно. Итак, в 17 ряду у нас с вами должно получиться 9 столбиков без накида. Маркер переносим. Вот так.
И будем с вами вязать. Продолжим. 18 ряд. Делаем первую одну убавку. Затем 3 столбика без накида. Немножко тут поправлю, чтобы удобнее было. Первый столбик. Второй столбик. И третий столбик. В следующую петлю мы с вами вяжем одну прибавку. И до конца ряда у нас с вами остается 3 столбика без накида. Провязываем первый, второй и третий. И у нас с вами должно получиться 9 столбиков без накида. Маркер мы с вами переносим. Я вот так сделаю, потому что дальше 19 и 20 ряд мы будем вязать по 9 столбиков без накида, 2 ряда подряд. 19 и 20 по 9 столбиков без накида, 2 ряда подряд. Провязываем. Я сделаю это в ускоренном режиме. Так. Мы с вами формируем локоток, локтик лошадки. Замечательно закончили, 2 ряда провязали. И давайте продолжим с вами. Следующий у нас будет 21 ряд. Мы вяжем 4 столбика без накида. Первый, второй, третий и четвертый. Дальше у нас с вами идет убавка. И 3 столбика без накида. Первый, второй и третий. И в 21 ряду у нас с вами должно получиться 8 столбиков без накида. 22 мы вяжем без изменений, 8 столбиков без накида в 22 ряду. Провязываем. Так легко и просто рождается лошадка Глори. Готово. 23 ряд будет прибавочный у нас. Вяжем столбик без накида. Прибавка. Итак, еще 3 раза повторяем столбик без накида. Прибавка. И еще 2 раза столбик без накида, прибавка. В 23 ряду у нас с вами должно получиться 12 столбиков без накида. Смотрите, вы можете набивать ножку по ходу уже, если не будете вставлять проволоку для каркаса. Закончили. 24 ряд у нас без изменений. Провязываем 12 столбиков без накида по кругу. 12 столбиков без накида. Вяжем с вами. Итак, заканчиваем 24 ряд.
Провязали с вами 12 столбиков. Готово. 25 ряд. 2 столбика без накида, прибавка. Так повторим 4 раза. И еще 3 раза. 2 столбика без накида, первый, второй. Дальше у нас идет прибавка. И еще раз 2 столбика без накида, прибавка. И последний раз 2 столбика без накида, прибавка. Готово. Переносим маркер и продолжим наше вязание. Давайте его вот так положу, потому что дальше у нас будет 26 ряд. Мы вяжем 16 столбиков без накида, петля в петлю. Давайте я это сделаю в ускоренном режиме. Провяжу 16 столбиков без накида. И как-то мне немножко вниз съехали руки. Но я думаю, тут и так все понятно, что мы вяжем, правда? Так, закончили 26 ряд. Пока так маркер оставлю, видно, где начало ряда. 27 ряд мы вяжем с вами 3 столбика без накида, прибавка. Так повторим 4 раза. Первый столбик без накида, второй, третий. И дальше у нас идет с вами прибавка. И еще 3 раза. Первый столбик без накида, второй, третий, прибавка. Вяжем до конца ряда так, по такой схеме. И в 27 ряду у нас с вами должно получиться 20 столбиков без накида. Мы с вами сделали 4 прибавки. Расширяется ручка лошадки. Итак, дальше 4 ряда подряд, 28, 29, 30, 31 мы провязываем по 20 столбиков без накида. Вяжем так 4 ряда. И давайте я сделаю это за кадром, и мы с вами уже увидимся в 32 ряду, когда я провяжу эти столбики все. Ну что, вот я провязала первый, второй, третий, четвертый ряд. Маркер оставлю пока так. Покажу вам ножку. Видите, как она сформировалась уже? Локоточек, все видно, красиво. Мы с вами связали. И, кстати, теперь можно ее наполнить холофайбером и вставить сам каркас, если вы это будете делать. Ну, я покажу, как я это делаю. Давайте вам покажу. Так, я взяла проволочку, может быть, плохо видно, она серебристого цвета, скрутила в несколько раз, отмерила и вот таким образом вставляю, а уже потом добавляю холофайбер. Вот этот кончик мы закрутим внутрь потом. Сейчас давайте набью холофайбером хорошенечко, плотненько, чтобы ножка держала форму. Вот в коленку я вам предлагаю, когда будете наполнять ее, вот такой шарик из холофайбера скрутить и вставить прям в локоточек, не в коленку, в локоточек вот сюда. Угу. И видите, какая
Фигурная у нас с вами ножка получилась. Ножка. Ручка. Фигурная ручка получилась. Хорошо, и добавлю еще холофайбер. И потом вот так можно будет закрутить, и мы с вами провяжем, и все это закроется. Каркас видно не будет, но ручку можно будет двигать, как вам удобно будет, если захотите так сделать. Давайте продолжим наше вязание. 32 ряд. У нас схема такая: 3 столбика без накида, убавка. Так повторим с вами 4 раза. И в 32 ряду у нас должно остаться 16 столбиков без накида. И мы уже заканчиваем вязать ручку нашей лошадки Глории. Осталось совсем немножко рядов. Конечно же, свяжите 2 ручки. Они полностью одинаковые. Как видите, схема несложная. Просто в некоторых моментах нужно будет быть внимательным. Там, где особенно мы делаем и убавки, и прибавки в одном ряду. Напомню, 32 ряд мы вяжем с вами 3 столбика без накида, убавка. Так повторили 4 раза. И в конце у нас с вами должно получиться 16 столбиков без накида. Все, я провязала последнюю убавку. Готово. Так, 33 ряд. Схема: 2 столбика без накида, убавка. Первый столбик, второй, делаем убавку. И так еще 3 раза. 2 столбика без накида, первый, второй и убавка. И снова 2 столбика без накида, убавка. И последний раз мы провязываем 2 столбика без накида и убавка. В 33 ряду у нас с вами должно остаться 12 столбиков без накида. Готово. 34 ряд, столбик без накида, убавка. Повторим так 4 раза. И это будет наш с вами последний ряд. Так что, кто желает, я предлагаю вам сейчас наполнить ручку лошадки холофайбером. Я буду это делать уже в конце. Ну, как вам больше удобнее. А пока вяжем 24 ряд. Схема вязания: столбик без накида, 1 убавка. Повторим так 4 раза. И у нас с вами останется всего лишь 8 петель на крючке. Да, я заканчиваю уже. Готово. И вот теперь в это маленькое отверстие я буду набивать холофайбер. А пока обрезаем ниточку. Возьмите ниточку подлиннее, ею мы потом будем пришивать ручки к телу лошадки. Ниточку закрепляем. Кто еще не наполнил холофайбером ручку, наполняем. Ну да, я вот так это буду делать. Может быть, надо было сделать это раньше, но ничего. Все получится. Готово. Хорошенько. Я вам советую не слишком плотно набивать именно конец ручки. Она не должна быть слишком плотная, она должна быть такая, как мягенькая. И теперь иголочкой мы просто с вами за каждую полупетлю, 8 полупетель, мы протягиваем ниточку
Не пропустите здесь никакую петелечку, чтобы красиво завершить ручку лошадки. Так, ну и последняя петля. Вот она. Стянули хорошенечко. И вот, видите, какая получается. И вот в центр вводим иголочку, а выводим ее уже сбоку, там, где будем пришивать саму ручку. Ну все, ручка готова. Свяжите таких 2 штучки. Ну а сейчас мы будем с вами вязать ушки. Ушки для нашей лошадки Глори. Тоже 2 штучки. Начнем, как всегда, с кольца амигуруми, в которое мы провяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Ниточку стянули, кольцо соединили. Готово. Первый ряд готов. Вот этот хвостик я буду использовать потом как маркер, а пока провяжем с вами столбик без накида, прибавка. Так повторим 3 раза. И в втором ряду у нас с вами должно быть 9 столбиков без накида. Схема вязания ушка точно такая же, как у лошадки Шарми. Так что, если вы со мной вязали эту лошадку, то вы знаете, как вязать и ушки этой Глори. Но все равно решила здесь вставить, как вязать. Может быть, никто не вязал эту лошадку Шарми. А если хотите, посмотрите в описании, там будет ссылка на этот мастер-класс. Итак, мы с вами закончили. Давайте 3-й ряд расскажу, как вязать. Мы вяжем 2 столбика без накида, прибавка. И так повторим 3 раза. У меня у Гламурки одинакового цвета ушки. Но как вариант можно связать и разноцветные ушки какого-то другого цвета. У лошадок ведь так бывает, правда? Ну и получается, что в 3-м ряду у нас с вами должно получиться 12 столбиков без накида. Так, чудесно. Маркер мы переносим. Так. И дальше мы вяжем с вами 4-й ряд, схема 3 столбика без накида. Прибавка. Так повторим 3 раза. 1, 2 столбик, 3, прибавка. И в 4-м ряду у нас с вами должно получиться 15 столбиков без накида. Готово. Маркер переносим. Смотрите, следующие 2 ряда мы будем вязать по кругу, поэтому я просто вот так положу маркер и вяжем 5-й и 6-й ряд по 15 столбиков без накида, 2 ряда подряд. И давайте я это провяжу за кадром, и мы с вами уже увидимся на 7-м ряду. Там у нас с вами будет 2 ряда убавок. Я провязала. 1, 2. Маркер переносим. Так. Все, вытащилась ниточка. И теперь мы вяжем 3 столбика без накида, убавка.
повторим 3 раза. Первый столбик, второй столбик и третий столбик. И теперь делаем убавку. И так еще 2 раза. 3 столбика без накида. Первый, второй, третий, убавка. И последний раз первый столбик, второй, третий, убавка. Переносим маркер. Восьмой ряд мы вяжем с вами 2 столбика без накида, убавка, так повторим 3 раза. И в 8 ряду у нас с вами должно получиться 9 столбиков без накида. Все, это будет наш с вами последний ряд в ушке. Дальше мы только ушко сложим, чтобы оно имело форму, и провяжем. Но сейчас я вам все покажу. А пока заканчиваем 8 ряд. 2 столбика без накида, убавка. Повторили так 3 раза. Так, готово. Теперь вот этот маркер мы немножко подтянем ниточку, чтобы кончик ушка у нас не было дырочки. Сам хвостик убираем вовнутрь. Ушко мы наполнять не будем. Вот оно уже у нас так готово, сформировано. Единственное, мы его сейчас сложим пополам. Смотрите, мы вводим крючок сразу в первую петлю через 2 полотна, а потом так сгинаем. Видите? Давайте я вам ближе еще раз покажу. Вводим крючок и вот так сгинаем. Зигзагом у нас, видите, получается. Вытаскиваем ниточку, провязываем столбик без накида 1 и потом вот сюда столбик без накида 2. Все, ушко готово. Вяжем такие ушки, 2 штучки. Ниточку обрезать, закрепить. И готово. Если вам понравилось вязать со мной вот такую красивую лошадку гламурку Глори, напишите, пожалуйста, комментарий, поддержите это видео, поставьте лайк и ждите следующая часть мастер-класса, 3, уже очень скоро. Спасибо, что вязали со мной. До новых встреч. Пока-пока.